В южной части Египта, у границы с Суданом, археологи обнаружили каменный комплекс, который поставил под сомнение привычные представления о ранней истории Северной Африки. Его возраст – около 7000 лет. Это означает, что он был создан за 2000 лет до первых египетских пирамид. На первый взгляд, это всего лишь несколько вертикальных каменных плит посреди безжизненной пустыни, но их расположение оказалось слишком точным, чтобы считать его случайностью. Исследования показали, что центральная ось комплекса связана с солнечными циклами, а часть ученых предположила, что некоторые элементы могли быть ориентированы по звездам. Проблема в том, что в момент его создания здесь не существовало ни городов, ни государств, ни письменности, ни развитой архитектуры. История долго рассматривала эти сообщества как обычные кочевые группы каменного века, которые перемещались вслед за водой и пастбищами. Но зачем людям, которых считали примитивными пастухами, понадобилось строить астрономический комплекс в пустыне и вести точные наблюдения за небом? Ответ начал открываться случайно в 1973-м, когда археолог Фред Вендорф и его экспедиция остановились в Нубийской пустыне на участке, который сначала казался обычной стоянкой древних кочевников. Однако раскопки показали, что под песком скрывался след куда более сложного мира, поселений, ритуалов, многолетних наблюдений и инженерной логики, которую наука до сих пор пытается понять. Этот объект известен как Напта-Плая. Именно он заставляет иначе взглянуть на вопрос, где и как на самом деле зарождались первые сложные знания человечества. Около 7000 лет назад Северная Африка выглядела совсем иначе. Там, где сегодня простирается сухая пустыня, раньше тянулись саванны, сезонные озера и пастбища. В эти земли приходили группы скотоводов, жизнь которых полностью зависела от воды, дождей и движения вместе со стадами. Поэтому наблюдение за природными циклами здесь было не просто любопытством, а вопросом выживания. От сезона дождей зависело, появится ли вода в озерах, сохранится ли трава и смогут ли люди остаться на этой территории. Ошибка могла стоить им жизни. Когда археологи расчистили центральную часть каменного комплекса, к работе подключились астрономы. Их расчеты показали важную деталь. Главная ось сооружения точно указывает на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Для случайного расположения камней такая точность выглядела слишком высокой. После этого начались научные споры. Часть исследователей предположила, что некоторые другие плиты могли быть связаны и с положением ярких звезд – Сириуса, Арктура и пояса Ориона. Другие ученые относились к этому осторожнее. За тысячи лет почва смещалась, поверхность размывали дожди, а сами камни могли просесть. Поэтому говорить о точной звездной карте слишком рискованно. Но в одном сомнении не было. Эти люди системно наблюдали за небом. Чтобы определить устойчивую точку восхода Солнца и связать ее с сезонами, требовались долгие наблюдения. Кто-то отслеживал циклы, запоминал изменения и передавал эти знания дальше. Все это происходило без письменности, без городов и без привычных научных инструментов. Память поколений фактически заменяла архивы и записи. Для кочевых скотоводов такой календарь мог быть не символом власти и не религиозным памятником, а практическим инструментом. По нему можно было понимать, когда меняется климат, когда приходят дожди и когда снова наполняются озера. Но климат изменился быстрее. Примерно 5500 лет назад дожди начали уходить южнее. Озера пересыхали, пастбища исчезали, и за несколько поколений эта территория превратилась в сухую пустыню. Люди ушли, а след их знаний остался под песком. Позже в долине Нила возникнут крупные государства. Египтяне начнут строить пирамиды, выверяя архитектуру по строгим направлениям и небесным ориентирам. Ученые до сих пор спорят, существовала ли прямая связь между этими традициями. Доказательств нет. Но сам факт того, что сложные астрономические наблюдения в этом регионе появились задолго до Великих пирамид, уже меняет привычную картину истории. А в горах Эфиопии другие мастера позже выберут совершенно иной путь. Пока одни цивилизации поднимали камень вверх, они начали вырезать храмы вниз, прямо в цельной скале. Северная Эфиопия.
Высокогорное плато Лалибелы поднимается более чем на 2500 метров над уровнем моря. Здесь разреженный воздух, резкие перепады температуры и твердая вулканическая порода, которую веками размывали сезонные ливни и обжигало солнце. Рядом с обычной грунтовой дорогой земля внезапно уходит вниз почти отвесным прямоугольным котлованом. На его дне церковь Святого Георгия, одна из самых известных христианских святынь Эфиопии. Но ее уникальность не только в форме. В отличие от большинства храмов мира, этот не собирали из отдельных блоков и не возводили слой за слоем. Строители сначала наносили разметку на поверхность скалы, а затем начинали убирать породу вокруг будущего здания, постепенно уходя вниз. Только после этого внутри монолита вырезались стены, колонны, проходы, лестницы и внутренние помещения. Фактически, мастерам нужно было не построить храм из частей, а удалить все лишнее. Именно это делало работу крайне рискованной. При обычной кладке поврежденный участок можно разобрать и перестроить. Здесь такой возможности не существовало. Ошибка при расчетах или сильный удар могли повредить несущий монолит, а исправить трещину внутри цельной скалы было невозможно. И все же мастера создали не один храм, а целый комплекс из 11 монолитных церквей. Для средневековой Африки это был инженерный проект огромного масштаба. Часть сооружений соединялась узкими тоннелями, проходами и внутренними коридорами, высеченными прямо в камне. По сути, Лалибела стала не набором отдельных зданий, а единой подземной системой. Есть еще один важный факт. Храмы проектировались с учетом сезонных ливней и движения воды. Эфиопское высокогорье регулярно сталкивается с сильными дождями, а без дренажа глубокие каменные дворы быстро превращались бы в затопленные ловушки. Поэтому строители заранее вырезали каналы, уклоны и водоотводные проходы, которые уводили потоки в сторону. Особенно поразительно то, что часть этой системы работала столетиями. Некоторые каналы продолжают отводить воду даже сегодня, хотя сам камень постепенно разрушается. ЮНЕСКО уже много лет фиксирует повреждения. Влага проникает в туф, стены размокают, а поверхность начинает крошиться. Над несколькими церквями пришлось установить защитные навесы, чтобы замедлить разрушение. Зачем людям понадобилось уходить под землю? В XII столетии мусульманские завоевания закрыли африканским христианам путь в Иерусалим. Царь Гебре Мескель Лалибела решил воссоздать новый Иерусалим у себя на родине. Он спроектировал комплекс из 11 церквей, которые повторяют топографию настоящих святых мест. Две группы подземных храмов разделяет горный поток. Местные жители до сих пор называют его Иорданом. Археологи до сих пор спорят о сроках строительства. Легенда говорит, что весь комплекс вырубили за 24 года. Ученые считают такую цифру маловероятной и предполагают, что работа шла поэтапно и могла продолжаться с нескольких столетий. Но даже при осторожной оценке остается одной из самых сложных монолитных строек в истории Африки. И в то же самое время в других частях Африки исчезали целые города со своими жителями. Их никто не разрушал, они просто исчезли, словно их никогда не было. Западная Африка. Конец 15 столетия. В навигационных журналах португальских капитанов сохранились описания одного города, который резко расходился с европейскими представлениями об Африке. Именно тогда мореплаватели добрались до столицы королевства Бенин. Они ожидали увидеть небольшие поселения и разрозненные племена. Вместо этого перед ними оказался крупный и хорошо организованный город с четкой системой власти, ремеслом и продуманной планировкой. У Бенина не было привычных каменных крепостных стен. Его защищала гигантская система земляных валов и глубоких рвов, вручную вырытых в плотной красной глине. В некоторых местах ширина рвов достигала десятков метров, а сами валы поднимались над окружающей местностью, как искусственные барьеры. Город был спланирован с необычной точностью. Центральные улицы были широкими и прямыми. Кварталы имели четкую структуру, а многие европейцы позже отмечали порядок и чистоту, которые удивляли их не меньше самих укреплений. По ночам улицы освещались светильниками на пальмовом масле. Но Бенин был известен не только обороной. Это было крупное политическое и торговое государство. Через него проходили потоки перца, тканей и металлов.
Дворец правителя украшали литые бронзовые пластины и сложные рельефы. Эти изделия создавались методом восковой отливки, технологией, требующей высокой точности, контроля температуры и развитого ремесла. Многие из этих бронзовых работ до сих пор считаются одними из самых сложных произведений доиндустриального литья в Африке. Но главным инженерным вопросом оставались укрепления. Это был не ров вокруг одного города. Система валов расходилась далеко за пределы столицы, соединяя поселения и охватывая огромную территорию. По оценке археолога Патрика Дарлинга, их общая длина могла достигать 16 тысяч километров. Не 16, а 16 тысяч. Это в 4 раза длиннее Великой Китайской стены. На создание этих укреплений ушло в 100 раз больше материала, чем на пирамиду Хеопса. По одной из оценок, на строительство потребовалось около 150 миллионов человека-часов ручного труда. Даже если бы одновременно работали 10 тысяч человек, такая стройка заняла бы почти 2 года непрерывной работы. Но в реальности система создавалась намного дольше. Отдельные участки могли строиться, расширяться и перестраиваться столетиями. Это означало не просто физическую силу, а сложную организацию общества. Для такой работы нужны управление, распределение ресурсов, координация людей и долгосрочное планирование между поколениями. В 1974-м Книга рекордов Гиннесса назвала укрепление Бенина крупнейшим земляным сооружением, созданным человеком до эпохи машин. И все это было вырыто без экскаваторов, без сложной механики и без привычных инженерных чертежей. Только ручной труд, знание местности и огромный человеческий ресурс. Поэтому Бенин ломает старое представление об Африке как об изолированном и технически отсталом мире. Это было государство, которое не только торговало и создавало бронзовые изделия, но и управляло сложными строительными проектами. А пока на западе континента создавали гигантские земляные укрепления, на юге Африки из камня поднимался город, само существование которого европейцы позже откажутся признавать. Юго-восток современного Зимбабве. Среди сухой саванны и гранитных холмов поднимаются огромные каменные стены, которые изгибаются по местности так, будто выросли прямо из земли. Это Большой Зимбабве, крупнейшее древнее каменное сооружение в Африке. Его построили предки народа Шона примерно между XI и XV столетием. В период расцвета здесь жили от 10 до 20 тысяч человек. Главная часть комплекса – Большой эллипс. Его внешняя стена тянется на 250 метров, местами поднимается до 11 метров и у основания достигает 5 метров в толщину. И все это сложено без раствора, без цемента и без каких-либо скрепляющих материалов. Гранитные блоки подогнаны настолько точно, что стены сохранились уже больше 700 лет. Внутри комплекса есть еще одна загадка – коническая башня высотой около 10 метров. Она сплошная, без входа и без внутренних помещений. До сих пор точно неизвестно, зачем ее построили. Это массивная каменная конструкция идеальной формы, ради которой кто-то поднял и уложил тонны камня. Само название уже говорит о многом. Слово «Зимбабве» происходит из языка шона и означает «дом из камня». Но это был незабытый город в глубине саванны. Большой Зимбабве находился в центре крупной торговой сети. При раскопках здесь нашли китайский фарфор и персидское стекло. Золото и слоновая кость отсюда уходили к побережью Индийского океана, а затем дальше по торговым путям. То есть африканский город в центре континента торговал с далекими странами задолго до прихода европейцев. А когда европейцы все же добрались сюда, началась странная история. Первые рассказы о каменном городе в сердце Южной Африки доходили до португальцев еще в XVI столетии. Позже путешественники увидели огромные стены из камня, сложенные без раствора. Но многие европейцы отказывались верить, что такой город могли построить африканцы. Руины приписывали кому угодно – финикийцам, древним египтянам, царице Савской, даже царю Соломону. Но раскопки позже подтвердили – город построили предки народа Шона. Именно они создали Большой Зимбабве.
И все же эту правду долго пытались замалчивать, потому что она разрушала колониальные представления о дикой и отсталой Африке. Историю буквально пытались переписать под удобную версию. Сколько еще древних африканских городов были забыты не потому, что исчезли, а потому что кому-то было удобно делать вид, будто их никогда не существовало. Город Тимбукту на территории современного Мали. В 15 и 16 столетии Тимбукту был одним из крупнейших научных и образовательных центров Африки. При университете Санкоры и других школах здесь одновременно могли учиться до 25 тысяч студентов. Для того времени это была огромная часть населения города. Сюда приезжали ученые из Каира, Феса, Дамаска и других центров исламского мира. Здесь изучали право, математику, астрономию, медицину, богословие и торговое дело. Тимбукту стоял на пересечении крупных транссахарских путей. Через город проходили караваны с золотом, солью, тканями и товарами из разных частей Африки и Ближнего Востока. Но со временем главным богатством здесь стали не только торговля и ресурсы, а знания. Книги в Тимбукту ценились настолько высоко, что некоторые рукописи могли стоить дороже золота и соли. Самое удивительное сохранилось в библиотеках и частных домах. В самом Тимбукту уцелело около 700 тысяч древних рукописей, а по всему региону их число могло доходить примерно до 1 миллиона. Среди них были труды по астрономии, медицине, математике, праву, философии, географии и торговле. Некоторые тексты содержали наблюдения за движением планет, расчеты, юридические споры и подробные записи о повседневной жизни. Все это показывает, что здесь существовала развитая письменная и интеллектуальная культура. Но за пределами Африки об этом долго знали очень мало. Огромные архивы десятилетиями хранились не в официальных библиотеках, а в сундуках, тайниках и домах местных семей. Почему их прятали? Потому что книги приходилось спасать столетиями. Во время войн, грабежей и вторжений рукописи замуровывали в стены, закапывали в землю, переносили в пещеры и прятали в укрытиях. Знания буквально скрывали, чтобы они пережили разрушение. Это повторилось и в 2012-м. Когда вооруженные радикалы захватили Тимбукту и начали уничтожать культурное наследие, местные жители и библиотекари организовали тайную эвакуацию рукописей. Сотни тысяч документов вывозили ночью в мешках и металлических ящиках. Их перевозили на ослах, лодках и старых автомобилях, рискуя жизнью. Так письменная память Африки снова была спасена. Но города, книги и торговля не объясняют другое, насколько сложными были их технологии. И здесь история снова уводит нас в Восточную Африку. Северо-запад Танзании, западный берег озера Виктория. Здесь живет народ Хайя, один из древних народов Восточной Африки. В 1970-х археолог Питер Шмидт изучал их старинный способ выплавки железа. Когда ученые восстановили эту технологию и измерили температуру внутри, результаты оказались неожиданными. Печи нагревались до 1400 градусов. Этого было достаточно, чтобы получать не просто железо, а прочную сталь. Для древнего мира это был очень высокий уровень металлургии. Раскопки возле озера Виктория показали, что такие печи использовали здесь около 2000 лет назад. Секрет был в устройстве печи. Перед тем, как воздух попадал внутрь, он сначала проходил через раскаленные глиняные трубки и уже теплым заходил в печь. Из-за этого огонь горел сильнее, температура становилась выше, а угля тратилось меньше. Поэтому печь работала лучше и могла долго держать сильный жар. Это простая идея, но очень умная для своего времени. Но здесь важна точность. Нельзя говорить, что Хайя изобрели сталь раньше всех. Это было бы слишком громко. В разных частях мира люди независимо осваивали обработку железа и металлов. Но сам факт остается важным. Каждая ошибка могла испортить металл, поэтому кузнецы точно следили за жаром, подачей воздуха и временем плавки. Но со временем это ремесло почти исчезло. Молодежь уезжала в города, дешевый привозной металл вытеснял местных кузнецов, а старые мастера уходили без учеников. Многие знания хранились только в памяти людей и нигде не записывались.
Питер Шмидт успел изучить и зафиксировать эту технологию буквально в последний момент. Еще одно поколение, и понять, как работали эти древние печи, было бы уже невозможно. На протяжении тысяч лет в разных частях Африки появлялись города, технологии и сооружения, которые показывают, насколько сложной и развитой была история этого континента. Пока одни народы создавали каменные календари, другие вырубали храмы прямо в скале. Где-то строили крупные торговые города и укрепления, где-то развивали металлургию и получали прочную сталь, а где-то сохраняли знания в древних рукописях, переживших столетия. Это были разные народы, разные эпохи и разные цивилизации. Но все вместе это показывает одну важную вещь. История Африки намного глубже и масштабнее, чем многие привыкли думать. И даже после этого остается еще одна удивительная глава, о которой говорят гораздо реже. На территории современного Судана, вдоль Нила, до сих пор возвышаются древние пирамиды, о существовании которых многие даже не знают. И здесь скрывается факт, который звучит почти невероятно. Пирамид в Судане больше, чем в Египте. Эти сооружения принадлежали царству Куш, мощной древней цивилизации, которая на протяжении столетий контролировала важные торговые пути, развивала собственную культуру, строила города и оставила после себя архитектуру, которую невозможно спутать ни с чем другим. Именно кушитские правители однажды стали настолько сильны, что завоевали Египет и вошли в историю как фараоны 25-й династии. Их иногда называют «черными фараонами», правителями, пришедшими с юга и сумевшими взять под контроль одну из величайших держав древнего мира. Но даже после этого южнее, на земле Куша, продолжали подниматься пирамиды. Они были меньше египетских, но их количество поражало. Сотни каменных пирамид поднимались среди песков, а некоторым из них уже больше 2000 лет. Почему о египетских пирамидах знает весь мир, а о пирамидах Судана слышали немногие? Почему о царстве Куш говорят так редко, хотя однажды оно даже подчинило себе Египет? Африка не была пустым местом на карте истории. Здесь строили города, развивали торговлю, работали с металлом и сохраняли знания тогда, когда многие другие цивилизации только набирали силу. И чем глубже археологи изучают руины, пески и древние поселения этого континента, тем яснее становится. Мы знаем об этом прошлом намного меньше, чем кажется. Если хотите отдельный большой выпуск про пирамиды Судана, царство Куш и тайну черных фараонов, напишите об этом в комментариях и обязательно напишите, какой факт из этого фильма удивил вас больше всего. Если вам интересны такие истории о забытых цивилизациях, тайнах прошлого и неожиданных открытиях, подписывайтесь, ставьте лайк и посмотрите другие видео на нашем канале.